Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рада приветствовать вас на новой рубрике «Читаем и переводим вместе» с арабского. Данная рубрика подойдет для тех, кто уже изучал арабский язык по урокам. Арабский легко, разговорный и дошел уже до хотя бы 40-го или же 50-го урока. Итак, давайте с вами перейдем к чтению. Читаем и переводим вместе. Мархабан. Мархабан. Мархабан – это приветствие. Аздикаи. Аздикаи. Кто такие аздика? Аздика – это множественное число от слова садик – друзья. Аздика. Аздика мы называем так группу. Это может быть как группа друзей мальчиков или же смешанная группа. Это мальчики или же и девочки, да, вместе. Аздика и значение как мои друзья. Значит, как здравствуйте, мои друзья. Помним, да, что садик – это есть друг, один друг. Чтобы сказать подруга, мы говорим садика. Садика. Итак, мархабан аздикаи. Исми Нур. Я думаю, что здесь можно мне не переводить. Исми Нур. Еще раз. Читаем вместе. Мархабан аздикаи. Исми Нур. Мы видим, что данная девочка обращается к нам, да? Здравствуйте, мои друзья. Меня зовут Нур. Ухиббу. Ухиббу. Что такое ухиббу? Ухиббу – этот глагол мы с вами проходили. Глагол будет на арабском фи'аль. Фи'аль в прошедшем времени. Хабба в настоящем юхиббу. Давайте вспомним спряжение. Ана ухиббу. Анта тухиббу. Анти тухиббина. Хуа юхиббу. Хия тухиббу. Нахну нухиббу. Отлично. Кто-то может составить сразу и предложение. Ухиббу ан ашраба шай. Ухиббу ан ашраба шай биллимун. Мугамарат. Что такое мугамарат? Как мы видим, окончание множественного числа. Алиф и та на конце. Мугамарат. Мугамарат – это есть приключение. Значит, она говорит нам «Ухиббуль мугамарат». «Ухиббуль мугамарат». Я люблю приключения. Мугамарат. Уассафар. Уассафар. Сафар – это есть путешествие. Сафар. Ухиббуль мугамарат уассафар. Я люблю приключения и путешествия. И дальше слово кассиран. Вот это слово кассиран, мы проходили его как слово кассир, да? Кассир, мы знаем его как много. А вот здесь мы используем его как слово кассиран. И здесь оно очень близко по значению джиддан. Очень. Допустим, кто-то говорит своей маме, да, например, ухиббуки кассиран. В значении я люблю тебя очень много, да? Я люблю тебя очень. Говорит о большой любви. Ухиббуки кассиран. Поэтому здесь будьте внимательны. Ухиббу кассиран. Дальше.
Следующее у нас предложение. Фил утляти фи. Фи у нас переводится как в. Но помните, да, что в арабском языке фи мы еще можем его использовать еще и в других значениях. В данном случае утля переводится у нас как каникулы. Однако здесь я хочу подметить, да, что если в русском языке мы говорим утля каникулы, утля выходные, утля отпуск, это все мы будем называть утля. А в русском языке мы скажем, кто-то скажет, у меня отпуск, кто-то скажет, у меня каникулы, кто-то скажет, у меня выходные. Это все будет утля. Фил утля. На каникулах, да? На. В данном случае мы здесь фи используем в значении как на. Значит, когда мы хотим сказать на каникулах, мы будем говорить фил утля. И дальше у нас сайфия. Что мы здесь видим? Мы видим слово сайф. Что такое сайф? Сайф – это лето. Сайф – это лето. К нему добавили мы окончание. Окончание, которое мы добавляем для того, чтобы сделать существительное прилагательное. Лето у нас получилось летний. Получается летние каникулы. Далее у нас то же самое, да, у нас слово мадия. Фил утляти сайфиятиль мадия. Что такое мады в начале, да? Когда мы с вами разбирали грамматику, я вам говорила. Итак, хада фи'ль фил мади. Это глагол в прошедшем времени, да? Мади – это есть прошлое. И, соответственно, вы видите то же самое окончание, да? Добавляется у нас буковка яй и тамарбута. Тамарбуту мы добавляем только по той причине, потому что у нас само слово существительное, а именно утля, у нас идет в женском роде. Поэтому и все прилагательные в дальнейшем мы делаем их в женском роде. Фил утляти сайфиятиль мадия. Получается, на прошлых летних каникулах, она нам рассказывает, на прошлых летних каникулах кумту бирихлятиль мудхиша. Кумту. Итак, что же такое кумту? В данном случае мы понимаем, что это глагол. Ту – это у нас окончание для какого времени? Для прошедшего. Добавляем в прошедшем времени окончание ту. Итак, кум ту. В прошедшем времени данный глагол, его формула кама, в настоящем якуму. Формула дается нам в третьем лице, да? Надеюсь, вы это помните. Итак, вообще прямое значение, если мы посмотрим словарик, мы увидим, как стоять. Например, кама Мухаммад, например, мальчика зовут Мухаммад, или же Ахмед. Кама Ахмаду амама аль-гурфа. Значит, стоял Ахмед перед комнатой, да? Однако здесь мы с вами видим предлог. Кумту би. Би. Дальше идет слово рихля. Что такое рихля? Рихля – это есть путешествие. Так вот, смотрите. Допустим, в русском языке, попытаюсь максимально просто, да, это объяснить. Допустим, я могу сказать такое предложение. Я стала просыпаться рано. Я стала кушать мало. Я стала, когда я говорю вам, я стала просыпаться рано, здесь имеется в виду какое значение? Не то, что я стою, ведь правильно? То, что я начала. Допустим. И вот здесь то же самое, да? Кумту берехляти. Кумту, значение как она начала. Но в данном случае у нас идет слово путешествие. Получается как бы, что она отправилась в путешествие, да? Она начала путешествие. Дословно это как она начала путешествие.
Ну, мы же для более литературного перевода мы скажем, она отправилась в путешествие. Мудхеш. Мудхеш – интересное. В данном случае мы видим мудхеша, потому что у нас слово рихля в женском роде. Кумту бирихлятиль мудхеша. Я отправилась в интересное путешествие. Хауля аль-алям. Хауля переводится как «вокруг». Хауля переводится как «вокруг». То же самое могу сказать хауля аль-мадраса – «вокруг школы». Например, «Амши хауля аль-мадраса» – «Я прогуливаюсь вокруг школы». Хауля аль-мадраса. А дальше слово у нас «алям». «Алям» – это есть мир, да, когда мы говорим «вокруг мира». «Хауля аль-алям». قمت برحلة مدهشة حول العالم. Я отправилась в интересное путешествие вокруг мира. Ма. Что такое ма? Я надеюсь, что вы помните, а если подзабыли, хорошо. Ма переводится как «с» или же «вместе». Значит, она отправилась в интересное путешествие вместе. عائلة. عائلتي. В данном случае عائلة هذا مفرد. Что такое муфрад? Муфрад – это синоним. لكلمات الأسرة. Осра, мы сказали, это семья. عائلة – это тоже семья. Еще раз. Осра – семья. عائلة – семья. И последнее – это ти, да, окончание «и» в значении «моя». Получается قمت برحلة مدهشة حول العالم مع عائلتي. Я отправилась в интересное путешествие вокруг мира вместе с моей семьей. И на этом с вами мы остановимся. Это первая часть. Такое вступление, введение. И мы продолжим с вами на следующем уроке. Всем желаю хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.